Вот такой вот хаб, USB-C хаб от Ugreen, якобы для MacBook и для, как они пишут, для iPad, но не только на самом-то деле, на канале Технозон. Поехали. Что ж, пришло нам такое чудо. В принципе, заявлена поддержка HDMI для MacBook. Очень полезная штукенция. И она полезна не только в плане того, что это просто хаб USB. Как вы знаете, что в MacBook'ах у нас вот есть вот такая вот проблемка в виде присутствия только лишь USB Type-C и больше ничего. Вот в частности, это MacBook Pro. И здесь вот такая вот проблема есть. Намучился страшно. Вот пришел у нас такой Ugreen. Слушайте, он глянцевый, я думал, он матовый. Хотя красивый, слушай, красивый. Снизу матовый, сверху глянец. В коробочке больше ничего нет. У нас есть на боках HDMI порт, который у нас поддерживает 4К 60 FPS. Есть 3 USB, есть разъем для чтения microSD и обыкновенных SD карт. Если мы с вами посмотрим его цену на Алиэкспрессе, стоит он $31,5, доставка из Чайна, вот 31,49. Рейтинг продавца, ну это Ugreen само собой. По отзывам сумасшедшие отзывы, тут заявляются 6.1, конечно, 4К 60 FPS. Поддерживает он HDMI только на MacBook'ах, ни в коем случае он его не поддерживает на Windows устройствах. Сейчас будем проверять и на Windows, и на MacBook. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ссылка на проверенного продавца на этот USB хаб, полезную штукенцию, лежит в описании под видео, а также в описании под видео ссылка на условия очередной акции по розыгрышу призовых подарков. Ну что ж, поехали. Для начала мы его подключим с вами в Винду. Кстати, видите, как премиальненько, знаете, такой намек на премиальность в плане того, что они даже вот USB Type-C, этот наконечник закрыли пластиком. Это удобно. Хорошо, подключили. Он определился в винде. Мы должны с вами, знаете, почему на винде я его проверяю? Потому что я хочу проверить скорость чтения. Будем пробовать подключать microSD карту, насколько он его прочитает. Так, microSD карту он скушал, нормально. Пробуем скопировать с SSD карты какой-нибудь файлик, вернее папку с файлами, посмотрим на скорость. 80 мегабайт в секунду, это в принципе неплохо для вот такой вот приблуды. Мы понимаем, что это работает, но что же у нас с SSD? Получается, ну вот давайте это закроем, то есть у нас картридер работает, мы должны проверить все по картридерам. Давайте просто карточку вставим, посмотрим, есть ли у нас разница по чтению. Определилась, давайте копируем. Вот, копируем папочку. И да, те же самые 80 мегабайт в секунду. Отлично. Хорошо. Но дело в том, что если он не кушает тяжелые, допустим, жесткие диски, которые требуют дополнительного питания, то есть ему не хватает питания, то что с более, вот, допустим, с флешками и менее требовательными жесткими дисками? То есть я вам сразу говорю, что данная приблуда, если вы будете использовать на винде компы, то через USB Type-C можно не завести какие-нибудь тяжелые диски. У нас есть более легкий контроллер, который работает как простая флешка. Он должен определиться у нас. Есть, он заработал, отлично. То есть мы понимаем, что мы можем подключать сюда свободно флешки. Это по крайней мере на винде. Посмотрим, что будет на маке. Копируем, смотрим скорость копирования. Это 178 мегабайт в секунду. Останавливаем, чтобы не заполнять рабочий стол. И так там много всего. Выключаем. Отлично, USB-шки работают. По HDMI на винде у нас HDMI здесь не работает. Мы это должны с вами понимать. Все, хорошо. По винде мы закончили с вами тесты. Винду можем откладывать. По поводу смартфонов мне тоже интересно. То есть мы включили это все дело в смартфон. С USB Type-C, в частности, это мой OnePlus 8. Подключу к ней, скажем так, флешку, протестирую. Посмотрим, что у нас получилось. Давайте диспетчер файлов. Определил ли он его? О, есть! Слушайте, он работает на смартфонах. Он работает на смартфонах. Вот я могу открыть и проиграть оттуда файл, могу туда скопировать. Это невероятно удобно. Здесь вот у нас проигрывается видео. То есть вот в такой связке мы можем его брать не только для MacBook, а еще и для смартфонов, которые поддерживают USB Type-C. Ну, то, что он, не знаю, поддерживает ли он HDMI через смартфон. Кстати, интересная фича.
Нет. Вот знаете, вот питаю на... Вау! Вау, у меня завелся HDMI на смартфоне. Слушайте, это крутая штукенция. То есть, по сути, я могу транслировать через HDMI, я могу транслировать это на телевизор, при этом с отсутствующим input лагом. То есть, HDMI работает. Блин, классно. Вообще огонь. Это вот класснейшая штука. Все, зачет. По смартфонам зачет. Работает. Откладываем, переходим к MacBook Pro. Здесь у нас все по-другому. Давайте включаем в MacBook, воткнули в MacBook Pro и пробуем сразу же HDMI. Мне интересно. Давайте HDMI. У нас моргнул экран и у нас пошла трансляция. Это у нас появился второй экран. Он работает в режиме второго экрана. Классно. Ребята, это заработало. Хорошо. При включенном HDMI мы включаем туда еще наш жесткий диск. Нам главное, чтобы он определился. Не жесткий диск, а тот, который работает в режиме флешки. Вот он у нас появился. Спокойненько мы можем оттуда файлы просматривать. Скорость чтения мы уже знаем. Это мы тестировали, там роутер какой-то. Слушайте, ну супер. Что я могу сказать? Давайте еще вставим microSD карту. Появилась microSD. А ну давайте скопировать выберем. И сюда вставим объект, попробуем. Слушайте, ну это вообще классно. То есть это работает, оно сейчас копирует 31 гигабайт. Жалко, что, конечно, здесь не показывает скорость, но учитывая то, как оно копирует, это достаточно высокая скорость. Потом эту папочку удалим. Давайте попробуем, может быть, хватает питания именно на MacBook Pro для того, чтобы завести тяжелые диски. В целом приблуда мне уже нравится, именно этот Ugreen. Нет, к сожалению, вот, подождите, а вот на Mac это работает совсем по-другому. Если на виндовых устройствах у этого Ugreen не хватает питания, то у Mac хватает питания более чем. То есть спокойненько это все работает. Блин, мне нравится. Мне нравится, реально нравится. То есть у нас все заработало. К сожалению, Mac не могу протранслировать, но это все классно. Слушайте, готов переходить делать выводы. Уж очень мне это сильно дело понравилось. Выводы команды Технозон — это то, что Ugreen — это охренительный, вот действительно, не побоюсь сказать, охренительный девайс, отличная штука, которая подходит не только для Apple. Это USB Type-C хаб, который подходит для смартфонов, в частности мой OnePlus заработал с ним идеально, при этом заработал и HDMI с OnePlus, который подходит для виндовых устройств, как именно USB хаб, как microSD card reader, это тоже отлично работает. И мы его рекомендуем. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.